Разговор является ключом к пониманию того, как работала и работает старая финансовая система, а также как будет работать новая блестящая финансовая система. Это и вызов всему человечеству, и руководство для каждого человека, живущего на этой земле. Что делать, чтобы освободиться от паразитарной системы, достигшей своего пика в прошлом столетии? Ответы на такие вопросы, как почему у государств больше нет денег, зачем создаются кооперативы, почему это началось в Словакии, что случилось с Советским Союзом и госактами, чем закончилась старая паразитическая трастовая система, информация об ордене госпитальеров. Представляем это эксклюзивное интервью для золотой эры и вызов всему человечеству в полном объеме. Его Величество Александр Николаевич Парамонов. Когда я принял наследство и принял все права на владение, управление и распоряжение и так далее мировой финансовой системы через White Spiritual Boy, через Орден Госпитальеров, через Божье провидение, то я все, так сказать, еще питал надежду, что вот эта система, существующая, фиатная, паразитическая, начнет выходить на правильное, так сказать, правильное русло. То есть банкиры, банки и так далее. Но потом, поработав с ними, поняв, что они все не пользуются буквой закона, они все сидят только на преступных понятиях, которые распространено, значит, Ротшильдами, иллюминатами в этой системе, я понял, что там посажены в руководство, захвачено все это по сети руководители в единую сеть. Эта система, она не работает для человека, она преступная, и она выполняет только планы вот этих, так скажем, сумасшедших врагов человечества. После этого, естественно, это догматы, которые ведут человечество к уничтожению. Догмы несуществующие. Короче говоря, я понял, что остановить здесь, это я буду годами их ловить, останавливать, где они что хотят украсть, где они что хотят сделать и так далее. Тогда Божий промысел запустил процесс полностью остановить преступную деятельность этой системы и, в целях того, чтобы они не реализовали свой план, это Третья мировая война ядерная там, и не уничтожили человечество, потому что все сценарии ведутся к этому. А двигателем, то есть инструментом для этого всего выполнения, так как они все построили на деньгах, капитализм, темная хазария, то, все инструменты это у них в руках только один. Это вот эти платежные средства, которые они называют деньгами. Хочу подчеркнуть, что на самом деле деньги, слово, по финансовым нормам, международным нормам, вообще по определению, это только казначейский билет. Банки не имеют права изготавливать деньги. Банки — это учетные институты, которые обслуживают вот такой продукт, который называется платежные средства, деньги, трансформированные в платежные средства, если поговорить про фиатную систему. Деньги имеет право производить только лишь казначейство, общество. Страны, государства, либо любого другого суверенного общества, в том числе и кооперативы. Вся старая финансовая система, вся модель, вот эта паразитическая, она тоже состояла вся на кооперативах. Допустим, Вашингтон, округ Колумбия, вся финансовая система Америки — это кооператив Рокфеллеров. Финансовая система Великобритании — это кооператив Ротшильдов. Швейцария — это кооператив. Вся Швейцария — это страна, потому что есть территория и население, это тоже кооператив, кантональное право. Вся система кооперативная. Свифт, Базель, Брюссель — это кооператив. То есть вся финансовая система стояла на кооперативах тоже. Так вот, вопрос заключается в том, чтобы нужно было выключить, отобрать у злодеев инструмент, который они направляют против человечества, против людей. И М1 с
по Божьему провидению принял решение отозвать все финансовые активы, все активы из-под всех этих банков вот этой фиатной финансовой системы, так как это единый практически преступный механизм стал против народа. Вообще система не должна быть сложной. Я разобрался, посмотрел, что они понаделали. Это такая чушь и глупость, это такое все сложное это с ложью. И исходя из этого, для чего усложнять? А усложнять для того, чтобы люди не разбирались в этом, чтобы их можно было обманывать, красть, воровать, направлять, и чтобы они ничего в этом не понимали. Это нельзя делать. Система должна быть простая, у Бога все гениально и просто, понятная, надежная, защищенная и справедливая, светлая. Она должна служить человечеству, а не направляться против человечества. Даже возможности, чтобы такой не было, чтобы система была такая, чтобы не давала даже такой возможности никому. Ни сейчас, ни в будущем. Поэтому было принято решение полностью сделать пустой эту финансово-банковскую систему, казначейскую, современную. И я на основании своих прав, данных мне свыше, отозвал все из-под них. М1 все отозвало. И они сейчас, на сегодняшний день, все пустые. Сегодня все страны мира банкроты. Это не страны, это псевдогосударства, это корпорации. Людям незаметно подменили страны на частные компании, на корпорации. Люди даже этого не поняли, их никто об этом не спрашивал. Никто не собирал референдум. Никто им это не рассказывал и не внушал. Постепенно просто бандиты, террористы международные в виде иллюминатов, Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Барухов, Варбургов, Оппенгейнеров, Эйзеншнауэров, Романовых, это 13 фамилий. Они потихонечку, захватив господство, имея у себя в руках главный инструмент, это Федеральный резерв, тоже который им не принадлежит, но они им управляли. И Федеральный резерв тоже принадлежит М1. И они начали делать вот это, то есть делать преступление над человечеством. Вот. Людей никто не спрашивал, можно забыть, людям было про свободу, про все, и они вывели, отобрали у них их настоящие независимые суверенные государства, страны, и сделали там свои частные компании, где люди у них это балансовый и забалансовый актив, где люди у них это товар, ликвидный и неликвидный, и где они принимают решение, что делать с этим товаром. Понимаете, это преступление против Бога. Исходя из этого, на сегодняшний день все эти корпорации банкроты. Система — это общая система, это общий, так скажем, IT-сервис, да? Его нельзя сейчас им обмануть. Они ничего не могут нарисовать, вставить туда, воткнуть. А другой системы у них нет и не будет, и они вообще и эту-то не строили. Это строили чужими руками. Поэтому на сегодняшний момент страны банкроты, все банковские корпорации, системные банки, система центральных банков банкроты. Есть системные банки, это банковские корпорации, у которых были капиталы выше, чем у стран. И они не подчинялись центральным банкам. Это, у них был особый регламент работы, но людям опять это не говорили, люди этого не знали. Это такие банки ICBC, там, Barclay Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, ну, крупные, Deutsche Bank и так далее. Bank of America, вот, BNP Paribas, ну, системные банки. Есть банки, которые в системе центральных банков, это Ротшильдская система, тоже частная система. Вот. Они тоже все банкроты. Им неоткуда взять деньги, им неоткуда взять активы. У них ничего нет. Эта система безнадежная и пустая. Мало того, само тайное управление ФРС, попав в ту ситуацию, когда М1 заблокировал им счета, они сделали хакерскую мошенническую операцию в самой системе. И, значит, система состоит как бы из двух частей. Одна — это древний искусственный интеллект, древний компьютер, который старше этой цивилизации. И второе — то, что они на основе его надстроили IT-программы, системы, ФЭДы, ФРС и так далее. И они сделали ошибку, которая не исправляется.
и не будет исправлено никак, это невозможно. Они прогрузили хакерские цифры в систему, нарушив контур безопасности баланса из-за баланса, потому что счета заблокированы. Они решили просто-напросто на компьютере набирать эти цифры для того, чтобы разбросать по банкам. И попали в такую ситуацию, что древний компьютер проявил систему безопасности и определил вот эту всю фиатную систему как токсичную, зараженную систему, которая испорчена, контур безопасности, который был нарушен. И в результате этого, значит, он ее стирает. Он ее заблокировал и стирает, и будет убирать, она не будет работать. А это все эти технологии, которые в финансовой системе сейчас находятся, да? Если в этих IT-технологий по праву нету, если М1 не дал КСАО, то есть не дал эти энергии, которые искусственный интеллект определяет как живые, правильные энергии, да, которые справедливые, которые дают энергию как самому искусственному интеллекту, так и людям для работы. Вот тогда он начинает работать. Но у них этого нет сейчас и не будет. Это называют в Ватикане благословление, еще как-то где-то, но это работают именно энергии. Было в мире сакральных 3 эмиссионных матрицы. Одна эмиссионная матрица была в Швейцарии, другая в Америке, третья лежала у хранителей в Азии, моих хранителей. Все 2 матрицы, американская и швейцарская эмиссионные, они деактивированы. А это означает, что у них нет возможности имитировать никаких денег, вообще нет. Никакая технология, ни блокчейн, ни любые IT-технологии, платежные технологии какие-то не смогут работать в данном пространстве, в нашем пространстве. Будет работать только лишь правильные деньги, наполненные энергиями творения в золотом сечении. Это деньги созидания. И как я повторюсь, так как я говорил, что деньги может производить только лишь сокровищница суверенного общества, то есть казначейство суверенного общества. Для примера, чтобы вы понимали, американская валюта — это не деньги, доллар — это не деньги, евро тоже не деньги, это валюта. Это новое слово, новое название, currency, валюта, которая и платежные средства, которые имитируются на основании фиатных денег. А что такое фиатные деньги? Фиатные деньги — это казначейские облигации американского казначейства, пустые, наполненные всякими обещаниями, долгами и, так сказать, всякими небылицами. Отсюда, когда мы с вами понимаем, чтобы производить даже эти платежные средства, то выпускались облигации, эти облигации продавались в этом, как сказать, в мире, да, как бы набиралось покрытие, и тем самым шла эмиссия на основании еще этих облигаций дополнительно. Значит, что сделали до этого ФРСовцы? Какое они сделали преступление? Дело в том, что фиатная система, основанная на Ямайском соглашении, имеет такое понимание, как доверие. Доверие — это торговые индексы, которые имели американские облигации. Они создали систему искусственного поддержания торговых индексов. Каким образом? Вот эти американские семьи иллюминатов, они создавали в разных странах корпорации на основе кооперативного права, боевого права, международного, чтобы эти корпорации невозможно было проверять и проводить им аудит без их согласия. Это по закону. И эти корпорации якобы не аффилированные были с ФРС. И когда нужно было проводить торговлю облигаций, то Тайное управление Федерального резерва скачивало этим корпорациям, давало им допуск воровать кэшевые фонды со счетов, накопительных счетов White Spiritual Boy и субсчетов White Spiritual Boy, куда поступали деньги на основании соглашения о мировой финансовой системе за использование активов моей фамилии. И вот когда туда эти деньги накапливались, то коды держал Федеральный резерв, и, совершая преступление, он давал корпорациям воровать оттуда деньги для того, чтобы они этими деньгами покупали облигации американского казначейства. И получается, что они ворованными деньгами сами у себя покупают облигации, всему миру говорят: видите, какое доверие идет
к облигациям, то бишь к долларам США. Когда им перекрыли эти возможности, все их мошеннические преступные игры закончились. На сегодняшний день можно забывать про Вашингтон округ Колумбия, это кладбище, финансовое кладбище. Можно забывать про Лондон-Сити, это финансовое кладбище. Можно забывать про Уолл-стрит, это финансовое кладбище. Можно забывать про Швейцарию, которая тоже пошла против человечества, это финансовое кладбище. Ватикан, Банк Ватикана. Сегодня я получил сообщение, что понтифик издал распоряжение всем религиозным организациям тащить деньги в Банк Ватикана, институт по религии, который называется Банк Ватикан. Почему? Потому что там тоже финансовое кладбище, у них нет денег. И на сегодняшний момент вся их система фиатная, это уже финансовое кладбище, оно начинает отмирать. Поэтому, исходя из этого всего, что сделано для того, чтобы остановить, они никак не хотели остановиться. Я убеждал их годами, я говорил им, писал письма, объяснял, чтобы они встали на кон созидания, чтобы они повернулись к Богу лицом, к человечеству, и чтобы стали делать светлые дела. Это невозможно, потому что они не живые люди, это биороботы, у которых есть программа, и программа, к сожалению, деструктивная, направленная против на уничтожение мира и человечества. Поэтому надо было их выключить. Забрать у них энергии творения, которые они искривили и поставили в финансовую систему, фиатную. На сегодняшний день во всем мире М1 объявил начало программы «Рассвет», «Sunrise». Эта программа очень легко выполняется. В каждой стране мира люди могут, обычные люди, могут собраться и зарегистрировать кооператив. Мы даем полностью все шаблоны, все документы и так далее. Они кооператив регистрируют, но страна этот кооператив не является субъектом права этой страны. Страна, любой регистрационный орган, который в этом псевдогосударстве находится, это просто нотариус, свидетель, который свидетельствует, что вот международное общество основалось. Понимаете, в чем дело? Потом надо понимать, что по римскому праву любое общество, даже если оно основано на международных нормах, оно суверенное, должно заявить об этом. То есть дать соответствующее уведомление. Тогда все, она подтвердила свой статус, она об этом заявила. Так же, как живые люди сейчас заявляют о себе. Поэтому мы даем все комплекты документов для регистрации кооператива, для копии драфта уведомлений, которые надо отправлять, начиная в свой субъект вот в эту страну, который псевдострану, и во все органы, и в международные органы. Даем все инструкции, как это делать. Это делать легко. Регистрация кооператива в странах не превышает 100 евро. Поэтому это один раз, что нужно сделать. Все остальная работа делается в офисе, самими людьми. Прописывается казначейство. Значит, регистрируется кооператив, прописывается в нем казначейство, тоже все документы мы даем. После этого, значит, мы даем союзный договор, союз кооперации Светлая Великая Русь. Русь — это сакральное имя всей земли. И, значит, после того, как они подписывают союзный договор, они дают заявку. Сколько им надо золотых настоящих денег, казначейских билетов, зачислены на их кэшевый счет в М1, потому что на основании союзного договора открывается счет в М1. И они делают заявку. 500 миллиардов, 100 миллиардов, триллион, 5, 10, смотря какая страна, какая территория, какое население, сколько нужно денег для того, чтобы там делать светлые программы и проекты, для того, чтобы вернуть людям их возможности, их энергии, их жизнь, светлую созидательную жизнь. Они заявляются в международный потребительский кооператив «Светлая Великая Русь» в М1 за этой суммой. Значит, после этого идет приказ на эмиссию. Согласно всем международным нормам, М1 производит эмиссию денег, то есть казначейских билетов, наполненных золотом, согласно Базелю 3 резолюциям М1. После чего открывается счет этому кооперативу, и на этот счет зачисляются эти фонды. Предварительно кооператив на местах, конечно же, идет тоже в местный вот этот фиатный банк, фиатной системы, и тоже открывает там счет, чтобы он у него был, чтобы был мостик в старую систему, пока на нее подвязаны маркеты и все остальное. Но это недолго. Вот.
Значит, после этого, когда мы зачисляем средства, даем уведомление об открытии счета согласно союзного договора, даем уведомление, письмо, информационное письмо, что им была произведена эмиссия согласно всех международных норм, и деньги зачислены к ним на счет, и даем казначейскую международную выписку, Treasury Statement. И этот Treasury Statement уже приходит в казначейство и в этого кооператива нового, независимого, который вошел в суверенный союз. Он суверенный и сошел в суверенный союз. На основании этого они просто сдают баланс у себя дома, вот в эту корпорацию, которая называется страной, и тем самым спасают ее от банкротства. Корпорация, дело в том, что баланс страны, так называемый, ну это корпорация, не буду повторяться, это консолидированный баланс всех организаций, имеющих регистрацию, работающих в этой стране, имеющих там регистрацию и размещающий свой баланс в Минфине этой страны. Тем самым страновой баланс страны вырастает, но держателем баланса является вот это суверенное общество в союзном суверенном договоре. И тут начинаются выстраиваться мосты между, так сказать, существующим, ну, где может быть народным правительством, я, правда, не знаю, где ставленным правительством вот этой деструктивной системы иллюминатов. И начинаются идти диалоги. Это уже второй шаг, я не буду сейчас его обсуждать. Так вот, как только это сдается, идет еще один документ. Мы М1, Light Great Russia, кооператив Светлая Великая Русь, высылает все документы и все драфты на регистрации внутри самого кооператива, больше нигде не надо регистрировать, на регистрацию банка, то есть копию устава Международного банка даем, драфт устава, даем документы, протоколы, которые нужно подписать, полностью всю фактуру. Значит, и даем, так как наши деньги в эти кооперативы от Светлой Великой Руси идут как паевые взносы, данные в развитие, да, этого кооператива союзного, вот нового, который создан людьми в какой-то стране, мы даем, естественно, свое распоряжение, чтобы из нашего паевого взноса 100 миллиардов золотых денег было зачислено в уставной капитал организуемого ими банка. И когда они все документы оформляют, сами у себя регистрируют этот банк, мы даем образец письма, который нужно написать главному новому Всемирному банку и главному регулятору мировой банковской системы и главному историческому банку, это суверенному банку Ордена Госпитальеров. Тогда они пишут свое обращение в адрес суверенного банка Ордена Госпитальера об предоставлении вновь организованному кооперативному банку лицензию на международную банковскую деятельность. И суверен, а он главный суверен Ордена Госпитальеров на земле, выдает, банк Госпитальеров выдает лицензию этому банку и выдает банковское соглашение о мировой банковской системе. Значит, и следующий шаг, который делается, Светлая Великая Русь в рамках союза, суверенного союза, выдает своим кооперативам, союзникам, их казначейством выдает автоматическую казначейскую систему, программный софт, который автоматически открывают счета людям, пайщикам, могут делать переводы друг другу и так далее. И все это, казначейская система, она связана только с М1. Каждое казначейство всех этих кооперативов в разных странах мира работает с М1 напрямую. И также банк Госпитальеров выдает этому банку, который создан на платформе кооператива, программное обеспечение, софт, банковский софт, полностью с платежной системой, с открытием счетов, введением балансов и так далее. Вот. И, значит, получается, что банки уже начинают взаимодействовать между собой. Эта модель выглядит как новая суверенная финансовая система, наполненная согласно всех международных норм и законов Базеля 3, наполненная КСАУ, золотом. Это кооперативы. В отличие от есть отличие между кооперативами, которые остались под контролем иллюминатов, это, которые я называл, да, американская система, там, британская, там всякая
швейцарской. Есть отличия между нашими кооперативами и ихними. Они пустые и все в долгах. Они должны М1 более 20 квадриллионов долларов на сегодняшний день. Подумайте, как они управляли в своей долговой системе. И есть новая система, Sunrise, которая наполнена золотом, КСАО, которая наполнена энергиями. Эти энергии, это деньги настоящие, обеспеченные, и они работают на благо народа. Присутствие такого кооператива в той или иной стране, где кооператив держит баланс страны и дает деньги стране, он будет контролировать, чтобы в стране не было геноцида, чтобы в стране было народовластие, и чтобы страна выполняла кон созидания на земле. Это главный кон. Любая страна, любое общество, даже любой кооператив, если он будет выходить из кона созидания, он будет блокирован. Вот такая система подготовлена, дорогой Иван, поэтому я тебе о ней вкратце рассказал. Это получается мировая казначейская система суверенная и мировая банковская система суверенная. Модель очень простая. Все кооперативы — это и есть основа, фундамент, суверенный фундамент, сваи в мире, которые стоят, такие столбы. И на этих столбах основана новая система, которая наполнена светлыми созидательными энергиями, которые служат человечеству. Архитектура этой системы — это и есть союзный договор. И получается, что в новой системе РА-М1 главный регулятор всей финансовой системы — это М1. Главный регулятор банковской системы — это суверенный банк ордена госпитальеров. И все активы, все счета, все золото, которое отозвано из-под всех банковской системы фиатной, которые захватили, преступным образом захватили вот это не общество, а банда иллюминатов, все эти счета переданы в суверенный банк ордена госпитальеров. Размещены, М1 собственник, владелец, и он разместил все эти богатства в суверенном банке орденов госпитальеров. И суверенный банк орденов госпитальеров является новым всемирным банком и является также главным регулятором мировой банковской системы. И теперь нужно организоваться, как мы сделаем теперь здесь в Словакии. Абсолютно правильно говоришь, Иван. И Словакия это кооператив, суверенное общество РОД. А РОД — это Творец Всевышний. Это и есть Всевышний. И РОД делает этот шаг первый. Все как положено. Он показывает всем, как надо идти, как надо делать. И рядом всегда Ра, рядом всегда Светлая Великая Русь. Светлая Великая Русь — это вся земля, мать Сура земля. Это, посмотрите, древние писания, древние веды, которые сотни тысяч лет, миллионы лет, там везде стоит Сура, Русь. День Сварога — это Сура земля, ночь Сварога — это Русь, а сейчас выработано имя, название и новая сущность, которая объединяет абсолютно всех в небесную систему. Это разумом управляемая сущность, Рус, где объединяются все разумные. Поэтому я желаю всем стать разумными и войти в небесную систему. Это новая суверенная система, где регулятором является само общество. Но центр, контроль кона созидания, контроль того, чтобы на Земле в эти общества не проникали опять оставшиеся еще недобитые паразиты, и чтобы не кривили нам небесную правильную систему, центром является М1, Ра-М1. Все договора в системе аннулированы. Тройственное соглашение, трасты, все остальное, все аннулировано, все деактивировано. Это не имеет никакого правовой основы. Хозяин, от создателя новой эры, я являюсь владельцем здесь всего, отменил все это. Все это отозвано, потому что трасты это доверие. Доверие к чему привело, когда они начали делать эти трасты? Они основали и взяли у Творца Ра через хранителей, взяли активы, энергии и назвали это доверием. И что они сделали? Они сделали деньги лживые, фальшивые,
которые тоже сказали, что это доверие. А давайте теперь посмотрим историю фондов любых, это не деньги, а платежные средства, валюты, любых этих валют, любых. Что они сейчас? Это кровь. Что несет эта кровь в организме общества? Что? На это покупаются чиновники, на это выполняются все преступные планы. Это способ оплаты. Это способ оплаты абсолютно неразумный, бездумающий. Где же там доверие, скажи? Разве Творец Ра и стоящий над ним род Всевышний такого доверия ждал от своих исполнителей? Конечно же нет. Все эти трасты, все эти системы, которые основывались, они основывались в темную сторону, невежественную. И они несли боль, страдания, разрушение, убийство, геноцид. Они ложь несли, кривду, они обманывали людей, выстраивали системы, чтобы пленить человеческое общество, чтобы человек не знал, кто он, сколько он может жить, для чего он рожден, какой у него путь, кем он должен стать, что он должен сделать на земле, откуда он пришел и куда он должен пойти дальше. Они все оболгали. Все, что сейчас дано, это создано не так уж давно, это создано какими-то столетиями. Это внедрено в человеческое общество, как кривая картина. Человек забыл, кто он, кто его родители. Он забыл о своем могуществе, он забыл о своем силе, о своем неуемной энергии и потенциале творения созидательного. В кого превратили человека? В какую тюрьму его посадили? Тюрьму поставили ему в голову, в его сознание, он в ней мучается, потому что это все ложь, кривда. И он не может восстановиться и вернуться, если ему сейчас не показать путь. Поэтому просыпаются на земле сильные люди божественного сознания, и они показывают путь, они пробуждают человечество, и это идет. Трасты показали то, на что они способны, то, что они дали. Поэтому никаких трастов на земле не будет. Я отменяю трасты. Госакты пишут ученые Академии наук. Не все, что они там прописывают, соответствует правде. Они пишут так, как они считают нужным. Кто сидит в Академии наук? В Академии наук сидят слуги иллюминатов. Все академии наук в мире были забраны в систему и поставлены под контроль Ватикана Opus Dei. Opus Dei контролировал их тайно, всегда. Понимаете, это тайные системы управления, которые скрыты от человечества и которые направлены против человечества. Поэтому я не хочу говорить плохо про этих ученых. Они, может быть, и искренне пишут то, что знают, но не все там соответствует действительности. Единственное, что я хочу сказать, я абсолютно подтверждаю то, что Советский Союз — это было лучшее образование за последнюю историю, которую мы помним. Он показал всему человечеству, как люди разных национальностей, разных традиций и так далее могут жить под одной крышей и делать общее дело. И могут жить в мире, уважая друг друга и понимая друг друга. Я помню, что такое Советский Союз, я там жил. И я вижу тот ад, который устроили сейчас здесь на земле, и в моей стране тоже, где я родился, в Советском Союзе. Я не являюсь гражданином Российской Федерации, никогда им не буду, потому что я здравомыслящий человек. Невозможно быть гражданином фирмы, британской фирмы. И потом сама корпоративное право Российской Федерации сделало все так, чтобы не было граждан Российской Федерации. Их им быть не может, потому что нет права субъектности Российской Федерации. Это частная компания. И это нагромождение адмиралтейского пиратского права на континентальное. Это захват. Согласно международных норм права, я хочу сказать, что любой пират, любой, который пришел на континент, на континентальное право и несет свое пиратское адмиралтейское для того, чтобы захватить на суше то, что не имеет права, то любой гражданин вправе, это международная норма права, вправе повесить этого пирата на первом столбе. Это прописано еще в древности, еще в прошлом, и никто это не отменял. Люди об этом не знают и не помнят. Поэтому и Российская Федерация, и другие корпорации, которые захватили и отняли у людей их родину, страну,
Они должны сейчас либо эволюционно переходить в народовластие, или должны быть убраны. У них нет другого пути. Они банкроты, они никто. Ихняя модель темной, невежественной хазарии, торговли, закончена. И почему говорят, что именно славяне сейчас являются прорывной силой? Да потому что славяне несут в себе древнюю генетику, знание земного и небесного потока, образоподобия рода Всевышнего Творца. Поэтому в нас прописано, и на земле очень много славян, да, разных славян, просто они не знают и не помнят. Славянин — это не нация, славянин — это знание. Знание, которое передавалось и генетически, и из поколения в поколение. Это культура, это состояние сознания, это уровень души. Потому что если высокая душа, она способна держать эти знания, хранить их, беречь, нести и реализовывать. Поэтому Советский Союз зарабатывал деньги. Советский Союз не трогал практически распределение White Spiritual Boy 5 миллионов тонн, в отличие от всех других стран. Американцам было дано и в их частную компанию, Федеральный резерв, 10 миллионов тонн для Америки развития, как корпорации. А Советскому Союзу было дано от White Spiritual Boy 5 миллионов тонн. И Сталин практически не трогал. Он сделал модель, где можно иметь эти энергии, но не растрачивать их, а зарабатывать. И Советский Союз заработал столько денег, столько золота, столько возможностей, что вот видите, со своим таким подходом, когда не стало сильного руководителя, ночь сварога, темные вот эти пекельные силы были в самом своем, так сказать, в самом своих возможностях, вот этих деструктивных, и они, естественно, все сделали для того, чтобы ограбить народ Советского Союза, для того, чтобы устроить геноцид, настроить друг против друга и так далее. Все прописано, все есть в их документах. ЦРУ, смотрите, ЦРУ — это организация, которая служила Министерству финансов США только, это и Федеральному резерву. Вот кому служит ЦРУ. Вы посмотрите, где оно прописано, откуда оно финансируется, вы все поймете. Поэтому это не Центральное разведывательное управление Америки, американского народа. Нет, это ЧОП иллюминатов, как и все другие. Частная компания. Я дам тебе все интервью, потому что все книги на земле переписывались, все переписывалось, подменялось, их писали люди. Я тебе дам информацию с энергоинформационного поля Земли, где прописана быль. И уложу тебе отдельным интервью по ордену. Да, главное, чтобы вы понимали, что орден госпитальеров в Ватикане — это фейковые ордена. Нет ордена госпитальеров в Ватикане, это фейк. Нет ордена Мальтийского в Ватикане, это фейк. Все эти ордена там фейковые. Настоящие ордена — это не маскарад, не грамоты, не тайные заговоры. Настоящие ордена, орден — это энергоинформационный, небесный энергоинформационный агрегат, эгрегор. И люди, которые понимают это, то есть те, которые имеют уровень рыцарь, рекомый везде царь, это переводится с сакрального. Царь — это цельный арий, с царем в голове, то есть тот, который активировал все 9 уровней сознания и работает этими 9 уровнями. Вот кто такой рыцарь. Поэтому, когда человек выходит на этот уровень, он становится рыцарем. Он становится витязь — это путь к рыцарству. Витязь и рыцарь — это практически одно и то же. Только витязь — это тот, кто развил витальное тело, это бесконтактный бой и так далее, то есть который может делать, вести войны, защитные войны, освободительные войны на любом расстоянии. Это витал. Витал — это астрал на сегодняшний день, по-современному. А рыцарь — это рекомый везде царь, поэтому это всегда сир, сэр, вернее, а сэр — это сир, то есть надо вот понимать, откуда это идет. Это суверен, это представитель Бога на земле, Всевышнего разума. И они всегда защищают и созидают, вот это надо знать. И не только мечом и щитом, творением, кистью, чем угодно, но они все войны.
Я хочу всем моим братьям и сестрам, всем людям на земле дать одну рекомендацию, один, наверное, правильный совет, который они должны прислушаться, и они должны проснуться, они должны осознать, увидеть тот кривой театр, преступный театр, преступление, которое направлено против них самих, прекратить в нем участвовать, прекратить его поддерживать, прекратить о нем говорить, о нем думать. Надо понять, что происходит в мире. Надо увидеть всех этих убийц, этих педофилов, зоофилов, этих извращенцев бездетных, которые сейчас поставлены на управление этих корпораций, которые называются страны. Вы посмотрите, ни одного лидера Евросоюза нет детей. Как он может управлять обществом? Как он может любить детей? Кого он вообще может любить? Кроме собственного заднего места. Никого. Это психопаты, выращенные, искусственно геномодифицированные психопаты, которые наполнены догмами несуществующими. Эти догмы направлены на уничтожение мира. Вот это надо осознать. У них нет сил. Все силы дают им сами люди, доверяя им, говоря о них, обсуждая их, хваля, ругая, неважно. Прекратите смотреть на эту падаль. Смотрите на своих родных, близких, на свою страну, на свою родину, на свою землю. Разум, знание, братство. Вот что должно быть, присутствовать в вас. По-настоящему. Тот, кто не осознает, не придет к этому. Мне очень жаль этих людей, поэтому я даю им совет. Повернитесь к свету. Свет — это знание, правильные знания, настоящие. Прекратите повторять, как попки друг за другом, кто что сказал и так далее. Думайте своей головой. Проверяйте. Становитесь думающими. Доверие нужно давать обоснованно. Нельзя доверять из-за красивых картинок по телевизору, из-за хорошей одежды или еще из-за каких-то там таких эмоциональных выпадков актеров на этой сцене, на телевизионной. Надо доверять обоснованно и разумно, потому что это ваша жизнь. Вам род Всевышний Творец дал жизнь, и вы должны ее ценить и относиться к ней очень обдуманно, правильно, серьезно и по-взрослому. Тогда жизнь превращается в вас, как ваш путь по возвышению пути Творца. Кем вы должны становиться? Вы должны творить, должны созидать, должны развиваться, должны быть очень-очень сильными. Благодарю.